Что если динозавры никогда не вымирали, просто прятались там, куда люди боятся заходить? Местные племена Конго веками описывают существо размером со слона с длинной шеей и гладкой кожей, убивающее бегемотов одним ударом хвоста. И ученые, отправившиеся это опровергнуть, вернулись с находками, которые до сих пор засекречены. Сейчас ты узнаешь, что именно они нашли в глубине джунглей. Бассейн реки Конго, второй по величине тропический лес планеты, до сих пор содержит территории, куда не ступала нога исследователей. Спутниковые снимки фиксируют участки площадью с небольшую европейскую страну, покрытые сплошным пологом деревьев без единой. Именно оттуда, из этой зеленой тьмы, начиная с 18 века, поступают сообщения об одном и том же существе. Его называют Мокеле-Мбембе. На языке народа Бонго это означает «тот, кто останавливает течение рек». В 2019-м группа американских зоологов опубликовала частичный отчет об экспедиции в район озера Теле, и через 48 часов документ исчез со всех официальных платформ. Что они обнаружили, ты узнаешь прямо сейчас. Первое задокументированное европейское свидетельство появилось в 1776-м. Французский миссионер отец Льевин Бёль записал в дневнике, что жители деревни на берегу реки Санго отказались переправляться через определенный участок воды. Они показали ему следы в прибрежном иле. 3 когтя, расстояние между отпечатками около метра, глубина вдавливания такая, что взрослый мужчина проваливался по щиколотку в то же самое место. Бёль зарисовал следы и отправил рисунки в Париж. Письмо дошло. Рисунки нет. Местные проводники отказались вести его в определенный район болот. В 1908-м немецкий капитан Людвиг фон Штайн Цу-Лаусниц получил официальное задание от колониального правительства Камеруна задокументировать природные ресурсы бассейна реки Санго. Фон Штайн записал их описание существа. Серо-коричневая кожа без шерсти, шея длиной около 3 метров, один толстый рог на голове, хвост как у крокодила, но значительно мощнее. Размер тела сопоставим с бегемотом, питается исключительно растениями, убивает все, что приближается к его территории, не ради еды, а ради защиты пространства. Отчет фон Штайна хранится в архивах Берлинского этнографического музея и никогда не был официально опроверг. Зауропод. Палеонтологи, которым показывали эти описания вслепую, без указания источника, называли один и тот же вид. Группа длинношеих травоядных динозавров, считающихся вымершими 66 миллионов лет назад. Описание совпадает по 8 из 10 анатомических признаков. Форма шеи, пропорции тела, отсутствие внешнего волосяного покрова, характер следов с 3 пальцами. В 1980-м американский биолог Джеймс Пауэлл провел серию интервью с пигмеями народа Бака в Габоне. Он показывал им карточки с изображениями различных животных, живых и вымерших, перемешанные в случайном порядке. Когда пигмеи доходили до карточки с зауроподом, они без колебаний произносили одно слово — Мокеле-Мбембе. Ни одно из современных животных такой реакции не вызвало. Пауэлл повторил эксперимент в 3 разных деревнях, разделенных сотнями километров джунглей, без возможности предварительного общения между группами. Результат был идентичным во всех 3 случаях. Его группа провела в джунглях 6 недель. Они не увидели существо. Но они услышали его. 2. В 1981-м зоолог Рой Макал из Чикагского университета организовал первую серьезную научную экспедицию к озеру Теле в республике Конго. Макал описывал звук как низкочастотный рев, не совпадающий ни с одним известным африканским животным, исходящий из воды на рассвете. Гидрофоны зафиксировали вибрации частотой ниже 20 Гц. Инфразвук, характерный для крупных рептилий. Макал вернулся в 1982. На этот раз один из членов его группы, конголезский проводник по имени Николас Мокинго, заявил, что видел голову и шею существа над поверхностью воды примерно в 300 метрах от лодки. Макал зафиксировал показания немедленно. Мокенго описывал цвет кожи как темно-красновато-коричневый, шею как абсолютно прямую, движение медленное и целенаправленное. Через несколько секунд существо ушло под воду без всплеска. Критики немедленно заявили: в тропических болотах крупное теплокровное или холоднокровное животное размером с зауропода физически не могло бы выжить. Недостаточно пищи, слишком высокая температура воды, слишком мелкие водоемы. Макал ответил на это конкретными данными. Озеро Теле имеет площадь около 8 квадратных километров при средней глубине 4 метра и соединено разветвленной сетью болотных каналов протяженностью более 300 километров. Растительная биомасса в этом районе достаточна для поддержания популяции из нескольких особей. Средняя температура воды 26 градусов, оптимально для крупной рептилии. Возражения не опровергли данные, они их проигнорировали. В 1983-м конголезский биолог Марселен Агнагна, единственный местный ученый, участвовавший в поисках Мокеле-Мбембе,
Организовал собственную экспедицию к озеру Теле без иностранного финансирования. 28 апреля он и двое членов группы наблюдали существо на поверхности воды в течение примерно 20 минут. Агнания поднял камеру и начал снимать. Когда пленку проявили в Браззавиле, оказалось, что он случайно оставил объектив закрытым крышкой. Все время съемки. Футаж не существует. Агнания настаивал на своих показаниях до конца жизни и никогда не изменил ни одной детали описания. Японская телевизионная группа компании ANN прибыла к озеру Теле в 1988 с профессиональным оборудованием, гидрофонами и 3 камерами. Они провели на воде 14 дней. На 12-й день оператор Тосихиро Ишикава зафиксировал на пленку нечто, движущееся под поверхностью воды, крупный силуэт длиной предположительно от 9 до 15 метров. Запись показали в эфире японского телевидения. Западные зоологи объявили изображение недостаточно четким для идентификации. Японская группа не стала спорить. Они просто опубликовали координаты точки съемки и временную метку. Никто из западных ученых туда не поехал. В 1994-м британский исследователь Билл Гиббонс собрал показания 37 очевидцев из 5 различных деревень вдоль реки Ликуала. Все описания совпадали по 4 ключевым параметрам: длина шеи, цвет кожи, поведение у воды и характерный звук на рассвете. Низкий гудящий звук, от которого дрожит грудная клетка. Гиббонс обратил внимание на одну деталь, которую до него никто не фиксировал. Все очевидцы, независимо друг от друга, указывали, что существо всегда движется против течения. Это поведение характерно для крупных рептилий, использующих течение для терморегуляции. В 2001-м американский криптозоолог Питер Дитц обнаружил в прибрежном или реке Ликуала-о-Эрб 3 цепочки следов. Каждый след: 3 пальца с когтями, диаметр отпечатка около 60 сантиметров, глубина вдавливания 22 сантиметра в плотном влажном грунте, расстояние между шагами от 110 до 130 сантиметров. Дитц сделал гипсовые слепки и отправил их в 3 независимые лаборатории. Первая лаборатория в Вашингтоне отказалась комментировать. Вторая в Лондоне заявила, что следы не соответствуют ни одному известному живому животному Африки. Третья лаборатория в Претории написала в официальном заключении следующее: морфология следа наиболее близка к отпечаткам задних конечностей зауроподных динозавров, известных по ископаемым находкам юрского и мелового периода. Это заключение никогда не было опровергнуто. Оно просто перестало цитироваться в академических работах. В 2012-м группа исследователей из Университета Флориды установила в районе озера телесеть из 24 автоматических фотоловушек с инфракрасными датчиками движения. Камеры проработали 6 месяцев. За это время они зафиксировали лесных слонов, речных бегемотов, нильских крокодилов длиной до 4 метров и более 300 видов птиц. На 117-й день работы 3 камеры, установленные вдоль северо-западного берега, сработали одновременно в 3 часа 40 минут ночи. На всех 3 снимках размытое темное пятно над поверхностью воды высотой предположительно более 2 метров и шириной около метра. Исследователи идентифицировали объект как неизвестный источник теплового излучения. Оригинальные файлы хранятся на закрытом сервере университета. В публичный отчет эти 3 снимка включены не были. Их существование упоминается только в сноске на странице 47 приложения к отчету, обозначенной как артефакты оборудования. Ни одна из этих находок не получила официального научного статуса. Ни одна не была официально опровергнута. В 2017-м британский зоолог Адам Дэвис подал заявку на финансирование экспедиции в бассейн реки Ликуала через Королевское географическое общество. Заявка содержала конкретный план: молекулярный анализ проб воды на наличие экологической ДНК, установка подводных камер на глубине от 2 до 6 метров, забор образцов донных отложений. Технология экологической ДНК к тому моменту уже использовалась для обнаружения редких видов рыб в мутных водах Амазонки и давала результат при концентрации биологического материала в 1 миллионную грамма на литр воды. Королевское географическое общество отклонило заявку без объяснения причин. Дэвис подал повторно, с поддержкой 12 подписей от практикующих зоологов. Отказ пришел через 3 дня. Обычный срок рассмотрения заявок в этой организации от 4 до 8 недель. Отдельную тревогу у исследователей вызвал инцидент в 2015-м. Конголезский рыбак по имени Жан-Пьер Малимо из деревни Бокума сообщил местным властям, что видел существо на мелководье в дельте реки Ликуала-о-Эр. По его словам, животное стояло на 4 конечностях на отмели, полностью выйдя из воды в течение нескольких минут. Малимо был грамотным человеком, учителем начальной школы, и составил письменное описание на 2 страницах с примерными пропорциями тела. Местный чиновник передал документ в Министерство природных ресурсов Конго. Ответа не последовало. Сам Малимо через полгода повторил свои показания группе французских журналистов и не изменил ни одной детали. Рост существа над водой он оценил примерно в 2,5 метра в холке, длину шеи в 3 метра. Хвост описал как толстый у основания и сужающийся к концу, держащийся горизонтально над водой. Паника среди части научного сообщества объясняется не самим
самим фактом возможного существования животного, а тем, что означало бы его подтверждение. Если зауропод пережил массовое вымирание мелового периода и существует по сей день, это означает, что базовые модели эволюционной биологии содержат ошибку фундаментального характера. Это означает, что крупное позвоночное животное длиной более 10 метров могло оставаться незамеченным наукой на протяжении 200 лет систематических исследований африканского континента. Это означает, что все утверждения о полноте палеонтологической летописи требуют пересмотра. Британский палеонтолог Дэрен Найш, один из наиболее последовательных скептиков в этой теме, в 2016 опубликовал детальный разбор всех имеющихся свидетельств. Его вывод был однозначным: ни одно из свидетельств не является достаточным для научного подтверждения. Но в той же статье Найш написал следующее: отсутствие достаточных свидетельств не равнозначно доказательству отсутствия. Бассейн Конго содержит территории, биологически неисследованные в полном смысле этого слова. В 2008 в этом регионе был впервые описан новый вид крупной антилопы — лесной олень Конго, которого местные жители знали веками. В 2012 там же обнаружили новый вид речного дельфина. Оба открытия произошли в районах, считавшихся хорошо изученными. В 2018 французский генетик Клод Мартен предложил принципиально иной подход. Вместо экспедиции с камерами он предложил провести масштабный анализ экологической ДНК из проб воды, собранных в 20 точках бассейна Ликуала. Стоимость проекта — около 80 тысяч евро. Это меньше, чем стоит одна стандартная экспедиция с полевым лагерем. Мартин обратился в 5 европейских научных фондов. Все 5 отказали. Ни один не указал научных возражений против методологии. Причиной отказа во всех 5 случаях значилось одно и то же: недостаточная научная обоснованность темы исследования. Молекулярно-генетический анализ воды, стандартный метод, применяемый в сотнях одобренных проектов по всему миру, был признан недостаточно обоснованным только в этом конкретном случае. Именно этот паттерн, не опровержение, а блокировка, стал главным, что заметили независимые исследователи. Бассейн реки Конго занимает 3 миллиона 400 тысяч квадратных километров. Для сравнения, это больше территории всей Западной Европы. Из этой площади систематически исследовано биологами не более 8%. Оставшиеся 92% покрыты сплошным пологом леса высотой от 30 до 50 метров, под которым существует собственная экосистема, практически не получающая прямого солнечного света. Температура под пологом остается стабильной круглый год, от 24 до 28 градусов. Влажность выше 90% постоянно. Это условия, при которых холоднокровное крупное животное могло бы поддерживать стабильный метаболизм без сезонных миграций. В 2009-м спутниковый анализ инфракрасных снимков района озера Телия выявил аномалию, которую операторы обозначили как термальное пятно. В центре болотного массива площадью около 200 квадратных километров спутник фиксировал устойчивый источник теплового излучения, не совпадающий с температурой окружающей воды и грунта. Излучение не было постоянным, оно появлялось и исчезало, перемещаясь в пределах этого массива. Геологи исключили вулканическую активность. Ближайший активный разлом находится в 800 километрах. Гнилостное разложение органики такого масштаба также не давало бы подвижного точечного источника. Официальное объяснение в итоговом отчете звучало так: природный феномен неустановленного характера. В том же районе в 2014-м конголезские лесники, проводившие инвентаризацию древостоя, обнаружили полосу поваленных деревьев шириной около 5 метров и длиной более 300 метров. Деревья были сломаны на высоте от 1,5 до 2 метров от земли, не срублены, не спилены. Именно сломаны с характерным расщеплением древесины под давлением. Следов деятельности человека не обнаружено. Следов слонов также нет. Слоны оставляют характерные вмятины от ног диаметром около 50 сантиметров, здесь их не было. Вместо этого лесники зафиксировали продавленную колею шириной около метра в центре полосы. Как будто что-то очень тяжелое и длинное прошло напрямую через лес, не огибая препятствий. Отчет был направлен в Министерство лесного хозяйства Конго. Дальнейшее движение документа неизвестно. Отдельного внимания заслуживает гидрологическая особенность района Ликуала. Система болот соединена подземными водотоками, часть из которых не нанесена ни на одну карту. В сухой сезон, когда уровень воды в реках падает на 1,5-2 метра, часть этих водотоков обнажается. Местные рыбаки народа Бонго называют их дорогами духов и никогда не заходят в эти места в период между февралем и апрелем. Когда французский гидролог Пьер Лемуан в 2006-м попытался составить карту подземных водотоков в этом районе с помощью красителей трассеров, он обнаружил, что вода, запущенная в одну точку системы, появлялась на поверхности в 8 километрах от места ведения, через туннели, глубина которых в отдельных местах превышала 12 метров. Объем этой подземной системы достаточен для того, чтобы крупное водное животное могло перемещаться между изолированными болотными массивами незаметно для наблюдателей на поверхности. В 2021 американский биолог Кэмерон Тернер опубликовал статью в журнале «Биологическое разнообразие и охрана природы» с анализом всех задокументированных случаев обнаружения крупных неизвестных животных в Центральной Африке за последние 200 лет. Его вывод был статистическим. Вероятность того, что
все 118 независимых свидетельств из разных стран, разных эпох и разных культурных контекстов описывают одно и то же несуществующее животное, составляет менее 0,1%. Статья прошла рецензирование и была опубликована. Через 3 месяца журнал опубликовал редакционное примечание, в котором говорилось, что статья не отражает научный консенсус. Сама статья отозвана не была. Она по-прежнему доступна в базе данных. Примечание появилось без объяснения того, кто именно его инициировал. В 2019-м группа из 7 человек, 3 американских зоологов, 1 британский генетик, 2 конголезских проводника и независимый документалист провела в районе озера Теле 28 дней. Это была первая экспедиция, использовавшая технологию экологической ДНК Шадзулигиси ДНК в этом регионе. Из 24 точек забора проб воды 18 дали стандартные результаты. Известные виды рыб, рептилий, амфибий. 4 пробы содержали ДНК крупных млекопитающих, идентифицированных как лесной слон и бегемот. 2 пробы, взятые в северо-западной части озера на глубине от 3 до 5 метров, содержали фрагменты ДНК, которые программа автоматической идентификации не смогла соотнести ни с одним видом в базе данных, содержащей геномы 87 тысяч известных позвоночных животных. Генетик экспедиции Дэниел Форест отправил образцы в 3 независимые лаборатории в Атланте, Эдинбурге и Йоханнесбурге. Все 3 подтвердили, фрагменты реальны, не являются загрязнением, принадлежат крупному позвоночному животному. Ни одна из 3 лабораторий не смогла идентифицировать вид. Частичный отчет об этой экспедиции был опубликован на платформе препринтов биологических исследований 23 марта 2019. Через 48 часов документ был удален администрацией платформы с формулировкой «нарушение стандартов публикации». Форест сохранил копию и разослал ее напрямую в 12 рецензируемых журналов. 11 отказали без рецензирования. 12-й Мотшто, небольшой австралийский журнал молекулярной экологии, принял статью к рассмотрению, но через 2 месяца сообщил, что рецензенты не пришли к консенсусу. Имена рецензентов по стандартной процедуре остались анонимными. Документалист экспедиции Марк Стивенсон снял 22 часа материала. Из них он смонтировал 40-минутный фильм и предложил его 4 стриминговым платформам. 3 отказали. 4-я, вышедшая небольшая европейская документальная платформа, разместила фильм в 2020. В фильме есть кадры, снятые на рассвете 3 ноября 2019. Поверхность озера, над которой на несколько секунд появляется темный изогнутый объект, затем уходит под воду. Стивенсон не утверждает, что это Мокеле-Мбембе. Он только показывает кадры и называет координаты точки съемки. 1 градус 47 минут северной широты, 17 градусов 31 минута восточной долготы. Любой желающий может проверить это место на спутниковых картах. Глубина в этой точке, по данным гидрологических карт, около 8 метров. В том же 2019-м, независимо от экспедиции Фореста, конголезский рыбак Этьен Базанго из деревни Мбандака сдал в местный природоохранный центр фрагмент ткани, который он нашел застрявшим в рыболовной сети на глубине около 4 метров. Ткань имела серо-коричневый цвет, толщину около 8 миллиметров и явно принадлежала крупному животному. Сотрудник центра Жак Нкоси сфотографировал образец, составил акт приема и отправил ткань в национальную лабораторию в Браззавиле. Согласно реестру поступлений лаборатории, образец был получен. Результаты анализа в реестре отсутствуют. Нкоси подавал запросы трижды. На 3-й запрос ему ответили, что образец был утерян при хранении. Фотографии ткани, сделанные Нкоси до отправки, сохранили. Их изучил герпетолог университета Претории Йохан ван дер Берг. Его заключение, направленное в частном порядке Нкоси, структура ткани соответствует дермальному покрову крупной рептилии, толщина и слоистость не совпадают ни с одним известным крокодиловым или варановым видом Центральной Африки. Ван дер Берг отказался публиковать это заключение, сославшись на недостаточность материала для официального вывода. Но он также не опроверг то, что написал. Совокупность этих находок, неидентифицированная ДНК, видеозапись с координатами, утерянный тканевый образец с сохранившимися фотографиями впервые создала то, чего не было во всех предыдущих десятилетиях поисков. Несколько независимых физических свидетельств из одного географического района, полученных в течение 1 года. 7 февраля 2021 конголезский эколог Самюэль Ламами находился на моторной лодке в северо-западной части озера Теле. Именно в той точке, координаты которой указал Стивенсон в своем фильме. Ломами проводил плановый мониторинг популяции речных черепах. 5 часов 12 минут утра, за 40 минут до рассвета, эхолот его лодки зафиксировал крупный объект на глубине около 6 метров, движущийся со скоростью примерно 3 км в час в направлении с севера на юг. Длина объекта по показаниям эхолота составила от 11 до 13 метров. Ломами включил подводный фонарь и опустил водонепроницаемую камеру на веревке на глубину около 2 метров. На записи: темная вода,
катка, видимость не более 1,5 метров. Затем в кадре появляется фрагмент чего-то крупного. Темная поверхность с характерной бугристой текстурой, медленно движущаяся слева направо. Объект занимает весь кадр в течение 4 секунд и уходит из поля зрения. Ломами не паниковал. Он методично зафиксировал время, координаты по навигатору, показания эхолота и сохранил видеозапись. Его отчет поступил в Министерство окружающей среды Конго 18 февраля того же года. Видеозапись Ломами отличается от всех предыдущих свидетельств одним принципиальным качеством. Она была сделана не в условиях случайного наблюдения, а в ходе официального мониторинга с работающим навигационным оборудованием, фиксирующим время и координаты автоматически. Это означает, что данные не могут быть сфабрикованы постфактум, и временные метки навигатора и камеры совпадают с точностью до секунды. Герпетолог Йохан ван дер Берг, уже знакомый с этим районом по образцу ткани Базанга, просмотрел запись и написал в частном письме коллеге: текстура поверхности не соответствует ни крокодилу, ни бегемоту, ни какому-либо другому виду, который мог бы находиться в этой точке на этой глубине. Через 3 недели после подачи отчета Ломами получил официальный ответ из министерства. В ответе говорилось, что объект на эхолоте, вероятно, является косяком крупных сомов вида Heterobranchus longiphilis, достигающих длины до 1,5 метра. Суммарная длина косяка из 8-9 особей теоретически могла бы дать показания эхолота около 12 метров. Ломами ответил на это конкретным возражением. Эхолот его лодки фиксирует объекты как единую массу только в том случае, если расстояние между отдельными телами не превышает 20 сантиметров. Косяк рыб с таким расстоянием между особями физически невозможен. Ответа на это возражение не последовало. В 2022 норвежский биоакустик Эрик Солберг получил от Ломами копию аудиозаписи, сделанной в ту же ночь гидрофоном, закрепленным на корпусе лодки. Солберг провел спектральный анализ. На записи присутствуют 2 типа звука. Первый — стандартный фоновый шум болотной экосистемы, лягушки, рыба, течение. Второй — низкочастотный импульс длительностью около 3 секунд с основной частотой 14 Гц, повторившийся 4 раза с интервалом примерно в 7 минут. Солберг сравнил этот сигнал с базой данных биоакустических записей, содержащей звуки более 2000 водных и полуводных животных. Совпадений не найдено. В своем анализе он написал следующее: сигнал по структуре наиболее близок к вокализации крупных рептилий, но его мощность и частотный диапазон значительно превышают показатели любого известного вида. Той же весной 2022 независимый исследователь Луи Кампань из Брюссельского университета собрал в единую базу данных все задокументированные наблюдения Мокеле Мбембе, начиная с 1776 года. Итоговая база содержала 283 отдельных случая из 8 стран. Кампань нанес все точки наблюдений на карту и обнаружил, что 91% из них сосредоточен в радиусе 180 километров от северо-западного берега озера Тель. Это не случайное рассеивание, это паттерн, характерный для территориального поведения крупного животного с ограниченным ареалом. Кампань также проанализировал временное распределение наблюдений. 74% случаев приходится на период с 4 до 7 утра и с 18 до 21 часа вечера. Это точно соответствует сумеречной активности, характерной для крупных рептилий в тропическом климате. 2 физических свидетельства, биоакустическая запись и статистический анализ 283 наблюдений. Все это появилось в течение 3 лет и указывало на одну точку на карте. 19 октября 2023 Самюэль Ломами вернулся на озеро Теле, на этот раз с подводным дроном, оснащенным камерой высокого разрешения и дальностью погружения до 30 метров. Дрон был арендован у Конголезского университета и официально числился как оборудование для мониторинга донных отложений. Ломами опустил его в ту же точку, где работал эхолот, в 2021. На глубине 7 метров дрон зафиксировал нечто, что Ломами не ожидал увидеть: ровную горизонтальную поверхность темно-коричневого цвета с регулярным рельефом. Крупные округлые бугры диаметром от 8 до 12 сантиметров, расположенные рядами. Поверхность медленно двигалась, дрон автоматически скорректировал фокус. Запись длилась 19 секунд до того момента, когда объект резко ушел в сторону и исчез из поля зрения камеры. Дрон получил механическое повреждение, сломан один из 4 пропеллеров. Ломами поднял его на поверхность. На корпусе дрона остался след. Царапина длиной около 20 сантиметров с характерным V-образным профилем, соответствующим контакту с острым краем крупной чешуи или костяного гребня. Ломами немедленно передал запись 3 специалистам. Первый — герпетолог Ван дер Берг просмотрел видео дважды и написал одно предложение: это не крокодил и не какое-либо другое животное, которое я когда-либо изучал. Второй специалист, палеонтолог из университета Йоханнесбурга Андре Мейер, попросил прислать стоп-кадры с максимальным разрешением. Он изучал их 4 дня. Его ответ пришел в виде голосового сообщения, которое Ломами впоследствии расшифровал дословно:
Морфология дермального покрова, расположение остеодерм, их форма и размер наиболее близка к тому, что мы наблюдаем у зауроподных динозавров по ископаемым отпечаткам кожи. Я не могу сказать вам, что это именно они, но я не могу сказать вам, что это что-то другое. Третий специалист, британский зоолог Адам Дэвис, чья заявка на финансирование была отклонена в 2017-м, не ответил на письмо. Он позвонил Ломами через 2 часа после получения записи и говорил 37 минут. Содержание разговора Ломами не раскрывает. Запись Ломами не стала публичной сразу. Он принял решение не публиковать ее до получения независимой экспертизы. В январе 2024 видео было направлено в лабораторию биомеханики Кембриджского университета с запросом на анализ характеристик движения объекта. Лаборатория приняла запрос. Через 3 недели сотрудник лаборатории связался с Ломами и сообщил, что запрос передан на более высокий уровень рассмотрения внутри университета. Ломами ждал ответа 4 месяца. В мае 2024 Кембридж прислал официальное письмо. Лаборатория не может провести запрошенный анализ по административным причинам. Никаких дополнительных объяснений. Тогда же, в 2024-м, немецкий зоолог Клаус Бауэр опубликовал в открытом доступе сравнительный анализ стоп-кадров из записи Ломами и ископаемых отпечатков кожи зауроподов из коллекции Берлинского музея естествознания. Бауэр использовал стандартную методику морфометрического сравнения. Ту же, что применяется для идентификации видов по фрагментам окаменелости. Результат. Коэффициент морфологического сходства составил 87%. Для сравнения, при идентификации известных видов по частичным образцам по роговым значениям считается 70%. Статья Бауэра за первые 2 суток после публикации набрала более 40 тысяч просмотров в академической базе данных, абсолютный рекорд для публикаций по зоологии рептилий. На 3-й день университет, в котором работает Бауэр, опубликовал заявление о том, что статья не прошла внутреннюю экспертизу и не отражает официальную позицию учреждения. Сама статья при этом отозвана не была. Бауэр продолжает работать на той же должности. Он не давал интервью с момента публикации заявления университета. 87% морфологического сходства с вымершим животным. Неидентифицированная ДНК. Биоакустический сигнал без аналогов. Царапина на корпусе дрона. Все это из одной точки на карте, с координатами, которые любой может проверить. В марте 2024-го Самюэль Ломами подал официальную заявку в правительство Республики Конго на проведение полноценной научной экспедиции к озеру Теле с государственным финансированием. Заявка содержала конкретный план на 90 дней, подводные дроны с камерами высокого разрешения, сеть гидрофонов, забор проб воды для анализа экологической ДНК в 20 точках, установка фотоловушек на подводных платформах. Общая стоимость $120 тысяч. Для сравнения, правительство Конго ежегодно тратит более $3 миллионов на мониторинг популяции лесных слонов в том же регионе. Заявка Ломами находится на рассмотрении. Ответа нет до сих пор. Вопрос, с которого начался этот рассказ, звучал так, что если динозавры никогда не вымирали, просто прятались там, куда люди боятся заходить, после 248 лет свидетельств, после неидентифицированной ДНК, после записи Ломами и анализа Бауэра, ответ на этот вопрос по-прежнему официально не существует. Не потому, что доказательств нет, а потому, что никто не провел исследование, которое могло бы дать окончательный ответ. Каждый раз, когда такое исследование было близко к реализации, что-то останавливало его. Отзыв финансирования, административный отказ, утерянный образец, недоступный сервер. Наука работает по принципу фальсификации. Утверждение считается научным, если его можно проверить и опровергнуть. Существование Мокеле-Мбембе проверяемо, технология для этого существует и стоит меньше, чем годовой бюджет среднего зоологического исследования, но проверка не проводится. Это означает одно из двух. Либо научное сообщество настолько уверено в отрицательном результате, что считает проверку пустой тратой ресурсов, и тогда непонятно, почему оно не проводит ее именно для того, чтобы закрыть вопрос навсегда. Либо кто-то не хочет знать ответ. В 2024-м в бассейне реки Конго был официально описан новый вид крупной пресноводной черепахи с панцирем диаметром до 80 сантиметров. Местные жители знали о ней веками. Ученые занесли ее в реестр только сейчас. Это не исключение, это норма для данного региона. Каждые 3-4 года из бассейна Конго описывается новый вид позвоночного животного, о котором местное население знало поколениями. Народ Бонго не имеет письменности, их знания передаются устно, от отца к сыну, от матери к дочери. Описание Мокеле-Мбембе в их устной традиции остается неизменным на протяжении как минимум 10 поколений, да это подтверждают лингвисты, изучавшие эволюцию языка Бонго. 10 поколений Тадаштера — это примерно 250 лет. За это время описание не изменилось ни в одной ключевой детали. Длинная шея, гладкая темная кожа, 4 конечности, мощный хвост, травоядная, живет в воде, убивает при приближении к территории. Это не легенда с нарастающими преувеличениями. Это точное описание, сохранявшееся с точностью технического документа. Один факт остается неизменным на протяжении всей этой истории. Никто, у кого было оборудование и ресурсы для окончательной проверки, не приехал в точку с координатами 1 градус 47 минут северной широты, 17 градусов
градусов 31 минута восточной долготы и не опустил камеру на 7 метров вниз. Не потому, что это невозможно, а потому, что никто не получил разрешения или не захотел его получать. Джунгли Конго продолжают хранить то, что в них живет. А то, что в них живет, продолжает оставлять следы. В иле, в воде, в памяти людей, которые никогда не имели причин выдумывать одно и то же существо на протяжении 2,5 веков.